Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца октября 2023 года. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака. И как раз этот период совпадает с коридором затмений, которое с 14 числа солнечным затмением начинается в знаке Весы и почти до конца месяца продлится до 28 октября. Это будет знак зодиака Телец. Кроме этого, две планеты серьезные, как Уран и Юпитер, находятся в ретро-движении. Они пробудут еще там до конца года. Но вот именно этот период, это мы словно находимся между прошлым и будущим. Скорее всего, может проигрываться та ситуация, которая у вас складывалась в начале года или где-то, может быть, в апреле, в конце апреля. Или, знаете, это будет то событие, или, может быть, касается отношений, когда, в принципе, мы ведь знаем, как будто чем все закончится, или куда, к чему все идет. Но, может быть, мы не слушали подсказки собственной души, или проигнорировали подсказы интуиции, подумав, что это какая-то глупость из разряда иррационального. Но вот здесь нас что-то может словно вернуть в прошлое, для того, чтобы мы как-то пересмотрели либо отношение к чему-то, либо к кому-то. И уже на последующий период, начиная с ноября, несмотря на то, что и еще что-то будет отстраиваться, мы говорим Юпитер, и Юпитер – это планета провластная, структуры, какой-то порядок. Не будет как прежде, это точно. Но еще до конца года события прошлого, они словно все равно будут неизбежно разворачиваться в каком-то своем ключе. И в целом, я хочу сказать, наверное, без всякого прогноза, что нам будет помогать вот в этот период двухнедельный. Критическое мышление, мои дорогие. Не должно быть никакого риска. Наверное, вот в этот период особенно. То, что для вас дорого, не рискуйте, как не собой, так и тем, что вы уже достигли. Но мы идем дальше. И у нас сегодня прекрасная колода великолепного таролога и художника еще одновременно, Колет Барон Рид. Она сама прорисовала, но в классических традициях, сохранив 78 карт, а сами изображения подав с позиции позитивной психологии. И я призываю всех нас, давайте будем добрее к самим себе. Это очень важно. Первая карта. Что придет? Вторая половина октября. А что уйдет? Чем дело кончится? Может быть, что-то мы завершим. А чем сердце успокоится? Или что нас порадует? Что скрыто? Давайте достанем такую карту. Чего мы можем не видеть, как будто не придавать значения. И мы достанем три карты, или это будут три события. Может быть, оно и одно. Или причина одна. Или как-то три события взаимосвязанные нас как будто к итогу какому-то подводят. Так тоже может быть. Итак, что придет за вторую половину октября? Первосвященник. Ну, тут все действительно, это как карта Иерофант. Тут случается то, словно чего мы заслужили. Конечно, оттуда и банально могут быть те вещи, когда нам нужно оформить какие-то договоры, документы, бумаги, согласовать, может быть, подписать контракт. И это все нам говорит о том, что вообще у нас получится осуществить то, что мы хотели. Наверное, будет немаловажно все-таки где-то эта карта сама по себе, если мы говорим, нет места риска. Вот по Иерофанту тут дважды, трижды, наверное, не должно быть для нас никакого риска. Это идет на укрепление наших позиций, на улучшение какой-то ситуации или, может быть, еще когда мы что-то оформляем, опять же, юридически, понимаете, как будто закрепляем какой-то эффект и уже где-то планируем на будущее. По этой карте либо мы учимся, либо, кстати, мы можем выступать в роли учителя. К вам могут обращаться за помощью, за советом. У кого-то могут пройти, как и браки, например, венчание. Ну, у кого, наверное, отношения уже достигли какого-то последней точки невозврата, да, когда уже только де юре остались на бумаге. Тут вы тоже можете уже принять какое-то окончательное решение. Но сам по себе период для вас как будто
Если мы не нарушаем где-то закон, правила, регулировки, какие-то положения, традиции, нас призывает эта карта, то и для нас вот все эти составляющие, важные очень составляющие нашей жизни, для нас они будут работать в плюс. Уважаем, в принципе, какую-то систему, иерархию. Даже если она нам не нравится, мои дорогие, нет места импульсу. Давайте мы узнаем, а что уйдет? Мы могли думать, что какой-то наш новый проект получит продолжение. Здесь вы будете, наверное, точно критическим мышлением оценивать, насколько продуктивно будет продвижение дальнейшее того или иного вопроса, нужно ли этим заниматься, или конкретно какой-то был, может быть, связан вопрос с вашими детьми. Может быть, вы что-то согласовывали, может быть, это было обучение детское. Все-таки земля – это у нас где-то финансы или начало какой-то работы. Вот здесь может быть как определение в чем-то. Либо вы завершите этот вопрос, либо вы будете с точкой знать, что да, каков будет прогресс. Рассчитать как будто все. По самой этой карте нет завершения, есть продолжение, понимаете? Но продолжение в том ключе, когда, во-первых, и риска-то нет, если мы говорим, и когда у вас словно тезис-план. Вот, наверное, мои дорогие овны, если я могу составить тезис-план, вот как будто так надо рассуждать, если я могу прописать конкретно, поэтапно какое-то дело, значит, это дело стоит, как игра стоит свеч, понимаете? И если что-то зыбко, мутно, непонятно, значит, нам в ту сторону не надо. Чем дело кончится? Тройка воздуха. Знаете, здесь как уход какой-то может быть, или ситуация, когда мы, правда, чего-то можем пересмотреть, отказаться. Дело закончится, может быть, то, которое мы пытались длительное время совершить, организовать, настроить какие-то отношения. Ведь тут по карте Иерофант или первосвященник у каждого будет немножко по-своему. Так вот здесь мы можем принять решение, может быть, даже где-то и болезненное, что что-то продолжать точно не стоит. И я могу сказать, что скорее всего, если так проанализировать немножко назад, вы придете к выводу, опять же, а ведь я знал, что этим кончится, или эта история где-то в этом ключе только и могла развиваться. Знаете, какая-то ситуация вас учит себе больше доверять. И опять же, быть добрее к самому себе. Ведь где-то первосвященник – это про доброту. Вот с этого и начинается ваш расклад. Давайте мы посмотрим, что же нас будет радовать. Десятка воды. Это карта счастья, это карта радости. Это когда у нас есть любимые люди. И значит, если вы не в паре, точно по первосвященнику надо подумать о том, как построить гармоничные отношения. Но если вы в паре, это полное ощущение счастья, когда что-то у вас словно сложится очень хорошо. По этой карте идет удача и благополучие. Само по себе, мои дорогие, приходит счастье. С чем-то, видимо, действительно неизбежно надо проститься, сделать какие-то выводы и идти вперед. И вам как будто это по судьбе. Мои дорогие овны должны быть счастливы. Что скрыто? Король воздуха. Знаете, у кого-то, как с карты первосвященник, действительно проиграются чиновники, бюрократическая машина. У кого-то могут проиграться вопросы, связанные с представителями власти, закона. Мы не должны нарушать, повторяюсь еще раз, это для вас будет архиважно, закон, и где-то не играть в азартные игры, не подвергать себя даже малейшему риску, потому что тогда вот этот самый закон или какая-то система иерархии сработает против нас. Здесь мы учимся быть хладнокровными именно в делах, не поддаваться мимолетному, как и импульсу или какому-то реваншу. Вас как будто вы ведь огненная энергия. Овен как раз может на штурм пойти и одержать победу, но не в это время. И я бы сказала, это не только вторая половина октября, до конца года нет места риску. Потому что, напоминаю, у нас Уран, эта планета, ее связывают с разрушением, поэтому мы не можем просчитать какие-то наперед действия. Почему? А потому что обстановка, обстоятельства продолжат еще меняться.
быть, может быть, научиться где-то, там, где нужно, вот как по десятке воды. Благополучие, спокойствие, радость, любовь. Это то, что касается людей близких или отношений уже надежных. Тот, кто не просто нас любит, а искренне, знаете, в ком мы уверены, ну где-то как в себе. Во всех остальных случаях логика, рационализм, холодный расчет, не без этого, мои дорогие. И вроде бы, видимо, без этого нам никак не обойтись. И по королю воздуха, это, знаете, нам именно в этой колоде предлагают как будто убрать мусор из нашей жизни. Вот буквально так. И из-за того, что, может быть, уже что-то буквально повреждено и не имеет смысла, иногда это работает. Когда мы очищаем свое пространство, ну тогда в какую-то логическую цепочку выстраиваются и наши мысли, и больше понимания. Нет чего-то того, что нам где-то мешает, или оставленное на потом, да, как вещи, вот буквально. А может быть, я потом отремонтирую, или может быть, у кого-то ведь на бытовом уровне это может проиграться, когда, да, я решил где-то ближе к Новому году убираю весь хлам из своей жизни, включая как и ненужных людей, ненужные отношения, так и буквально очищаю свое пространство. Это власть разума, мои дорогие, власть интеллекта и уважение к закону. Вот в целом где-то так. Это не то, что скрыто, это то, что мы, наверное, должны дважды об этом думать, потому что у вас еще аркан первосвященник, и это пусть где-то небесных силах, а вот король воздуха о силах земных. Давайте посмотрим 3 события. Первое. Трансформация. Вот хотим мы или нет. И все, что я сказала, и про 2 энергии, и про когда есть у нас и благополучие, и счастье, и радость, и это должно быть как будто к месту и к тем отношениям, которые этого заслуживают, или конкретным людям. И есть то, что мы должны решать с холодным умом, вообще исключив любые эмоции. По трансформации мы не ускоряемся, потому что сама по себе обстановка будет на вас оказывать влияние. И по этой карте есть завершение. Но еще пока зыбко непонятно, какие будут наши последующие шаги. Карта нас вообще призывает быть готовым к каким-то неожиданностям, потому что это время перемен. И, может быть, с чем-то мы смиримся. То, что мы не можем изменить, примем с душевным спокойствием, мои дорогие, принять, правда, мы люди, мы не боги, и завершить все то, что уже действительно не имеет смысла. Где-то и само по себе это старший аркан. Действительно, либо события, либо обстоятельства вас к чему-то будут подводить. Что-то мы не изменим, посмотрите точно назад в будущее. Вот мы в будущее идем таким образом, что мы завершаем что-то с прошлого. Может быть, повешенный это у нас часто проигрываются ситуации, которые длятся длительное время. Что-то мы не можем решить. Или мы хотели что-то осуществить, а для нас словно закрытая дверь. Так вот тут может быть подсказка, что тебе туда не надо. Может быть, ты считаешь, что для тебя это как какой-то бонус хороший или подарит тебе новое качество жизни, а на самом деле отчасти пространство может блокировать этот путь, потому что он для нас не будет иметь какого-то продолжения. Или мы ведь люди, опять же, мы не можем просчитать что-то наверняка. А вот ваш ангел-хранитель вас может именно охранять от каких-то поспешных ненужных действий или какой-то торопливости, словно ставя тот или иной вопрос на паузу. Признать, опять же, какое-то поражение или завершение какой-то ситуации. И самое главное, как будто ожидать, когда само по себе пространство, время, как будто начнет в дальнейшем развивать для нас какие-то новые возможности. Есть определенная пауза. Нам как будто предлагают не форсировать, опять же, а ожидать дальнейшего развития событий, держать руку на пульсе по 13-му аркану и быть готовым к неожиданностям. Третье событие. Королева воды. У кого-то, правда, может проиграться история какая-то и личная. Но, знаете, вот как будто, мои дорогие умные, вы уже определились.
Вот, может быть, по отношениям, может быть, по конкретному человеку, может быть, отношения эти будут касаться тоже и работы. По королеве воды это сама по себе интуиция, но у нас еще она выпадает с десяткой воды, где-то с картой счастья. И здесь нам говорят о том, что, знаете, это как самодоверие, вот то, что я говорила, о любви к себе, забота о себе, мои дорогие, сострадание, может быть, к самому себе, не говорить, что ну вот я там сделал что-то неправильно или сделала, а если бы я поступила как-то иначе, может быть, было бы лучше. Вот эти мысли, их словно правда надо по трансформации похоронить. И себя, и меня изводить. В это время как будто необходимо о себе подумать. Может быть, вот эта доброта к собственной душе, может быть, и где-то к собственному телу, дать себе отдых. Карта повешенной нам говорит, тут невозможно что-то профорсировать. Более того, еще и небезопасно. Научиться держать руку на пульсе, быть готовым к неожиданностям и в то же время ничего не ускорять. Основная задача второй половины октября. И это нам дает как эмоциональную безопасность, эмоциональную и какую-то стабильность, физическую, мои дорогие, безопасность. И по королеве воды идет надежная защита. Видимо, вот все то, что я перечисляла с самого начала, оно вас будет словно охранять. Главное, любите себя и доверяйте себе. Овен часто про себя на импульсе забывает. А здесь как будто это самая главная, наверное, может быть, тема второй половины октября. Увидеть самого себя и быть добрее к собственной душе. Перекладывайте на себя, мои дорогие. В целом, ведь нам спокойный период по первосвященнику обещают карты. Но и трансформация, тем не менее, в каком-то спокойном ритме неизбежна. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.